Kaya için çok zor. Ama geçecek. Çünkü onun bir ailesi var. Sen varsın Cihan. Giymen için bir elbise getirdim sana. Zahmet etmişsin. Giymeyeceğim çünkü. Şeyda da gelinlikte çıktı evinden. Ama olayda benim abimin hiçbir suçu yok. Sen de aynı o şekilde beyazlar giyip geleceksin bana. Şeyda boşanmak istemedi. Çünkü abime aşık olmuştu. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Неспособность Джихана развестись с Алией и его эмоциональное признание в суде на самом деле стали моментом, который изменил их отношения. Выражение Джиханом своей любви к Алие в суде является очень важным поворотным моментом в этом процессе. Хотя Джихан ясно выражает свои чувства к Алие, то, как Аля реагирует на эти чувства, станет одним из основополагающих элементов, формирующих их отношения. Аля была удивлена искренним признанием Джихана. Однако этот сюрприз не означает, что она просто примет любовь Джихана и даст отношениям шанс. Слова Алии, сказанные Джихану «мы не можем быть вместе», могут быть связаны с ее страхами из прошлого и ее браком с братом Джихана. Во внутреннем мире Алии все еще есть неизлеченные раны, и эти раны являются серьезным препятствием для установления ею здоровых отношений с Джиханом. Чувства Алии к Джихану совершенно запутанные. Несмотря на то, что она чувствует влечение к Джихану, она пытается отстраниться эмоционально. Это показывает, что Аля переживает внутренний конфликт. Даже когда Джихан ясно выражает свою любовь к Алие, ответ Алии «мы не можем быть вместе» на самом деле указывает на то, что у нее все еще есть страхи по поводу этих отношений. Попытка Джихана сблизиться с Алией, чтобы преодолеть эти страхи, может открыть дверь в новую эру в их отношениях. Когда Джихан поймет, что Аля к нему неравнодушна, он обретет больше смелости. Джихан, который понимает, что Аля находится в эмоционально сложной ситуации, может приложить больше усилий, чтобы преодолеть эту ситуацию. Однако, похоже, Алие понадобится время, чтобы полностью преодолеть свои внутренние страхи. Ревность Джихана к Алие усиливается по мере того, как Угур проявляет к ней интерес. Джихан хочет, чтобы Аля приблизилась к нему, а не отдалялась от него. Однако постоянное присутствие Угура рядом с Алией еще больше усугубляет эмоциональное напряжение Джихана. Как Джихан справится с этим чувством ревности? Попытается ли он сблизиться с Алией и отдалить ее от Угура? Во время этого процесса Джихан может столкнуться с Угуром. Но как это противостояние повлияет на отношения Джихана с Алией? Продолжит ли Угур свой интерес к Алие или отступит, увидев преданность Джихана Алие? Эти вопросы могут осложнить отношения Джихана и Алии в ближайшем будущем. Госпожа Садакат делает все возможное, чтобы удержать сына подальше от Алии. Однако, когда она осознает любовь Джихана к Алие, ей будет очень трудно принять эту ситуацию. Когда госпожа Садакат поймет, что ее сын влюблен в Алью, она будет очень разочарована и продолжит обвинять Алью. Похоже, что постоянное вмешательство Садакат Ханем в отношения Джихана и Алии также негативно скажется на отношениях Джихана с его матерью. Способность Джихана противостоять своей матери и говорить «я люблю Алью» может стать важным шагом в развитии его характера. Однако пока не ясно, как отреагирует на эту ситуацию мать Джихана. Попытки Садакат Ханем удержать Алию подальше от сына не только ухудшают ее отношения с Джиханом, но и создают напряженность в ее отношениях с Алией. Пренебрежение Гэжи Садакат к счастью своего сына на самом деле приводит к тому, что она производит впечатление плохой матери. Хотя в реальной жизни матери должны ставить счастье своих детей на первое место, позиция Гэжи Садакат вызывает у зрителей большое разочарование. Зелен вынуждена вступить в нежелательный брак, чтобы спасти своего брата Шахина от тюрьмы. Демир использует свой интерес к Зерин как средство мести, и этот брак отражает гнев Демира по отношению к Джихану. Использование Демиром Зерин в качестве козырной карты против Джихана из-за его брака с Шейдой показывает, насколько он амбициозен и мстителен. Зерин хочет спастись от этого брака, но ей приходится спасти своего брата Шахина.
Репрессивное отношение Демира заставляет его сделать все возможное, чтобы сломить сопротивление Зерин этому браку. Принудительное замужество Зерин также раскрывает слабости и беспомощность ее характера. Если Нари скажет правду Демиру в день свадьбы, это может изменить судьбу этого брака. Когда Нари расскажет Демиру истинную суть брака Шейды и Джихана, может возникнуть вероятность, что Демир откажется от этого брака. Вместо того, чтобы жениться на женщине, которую он не любит, Демир может решить начать жизнь заново, приняв свои прошлые ошибки. Мать Зерин, Фидан Ханем, возвращает дочери кольцо, которое ей подарила Кая. Это кольцо отражает любовь Фидан Ханем к своей дочери и ее совесть. В то время как Фидан Ханем заставляет свою дочь выйти замуж нежеланной, она возвращает ей это кольцо, в некотором смысле предлагая компенсацию за боль, которую она испытала. Однако эта компенсация не меняет сложной ситуации, в которой находится Зерин. Фидан Ханем вынуждена пожертвовать своей дочерью, чтобы спасти сына, и это заставляет ее переживать внутренний конфликт. Возвращение Фидан Ханем этого кольца на самом деле символизирует беспомощность, которую испытывает Зерин. Когда Кая узнает, что Зерин собирается выйти замуж за Демира, у нее случается сильный нервный срыв. Этот кризис раскрывает любовь Каи к Зерину и его беспомощность. Джихан делает все возможное, чтобы поддержать брата, но этой поддержки недостаточно, чтобы облегчить боль Каи. Джихан хочет занять Каю, поощряя его работать. Однако его любовь к Зерин продолжает оказывать глубокое влияние на жизнь Каи. Вот тут-то и вступает в игру эмоциональная поддержка, которую Джихан получает от Алии. По мере того, как Аля пытается оказать Джихану моральную поддержку, их отношения становятся глубже. Похоже, эмоциональная поддержка, которую Аля оказывает Джихану, поможет укрепить их отношения. Майн была в отчаянии, когда узнала, что Джихан и Аля не разведены. Это разрушение может сделать Майн еще более опасным противником. Мой попытается заполучить Джихана, строя планы против Алии. Навязчивая любовь Майя может создать новое препятствие в отношениях Алии и Джихана. Угур, как персонаж, осознавший свой интерес к Алие в суде, начнет ревновать к Джихану. Чувства Угура к Алие могут заставить его разработать новые стратегии, чтобы разлучить Джихана и Алию, объединившись с Майн. Это опасное партнерство между Угуром и Мине может серьезно угрожать отношениям Алии и Джихана. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.